Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 19 апреля. Хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу, 21 апреля. Еще раз повторяю, в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу, 21 апреля. Перед тем, как задать вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса, чтобы я понимал, что комментарий содержит вопрос, а не просто добрые, хорошие слова, которые, конечно, всегда приятны. Если у вас нет вопроса, но есть комментарий с поддержкой нашего канала, мы будем только рады, читаем все комментарии и всегда всем безмерно рады. Знаете почему? Потому что мы вас любим, и это самое главное, мы работаем для вас. Так, теперь перейдем к темам. Большое украинское контрнаступление, о котором так много говорили, которое в последнее время находилось в информационной повестке практически все время. Ну, да, мы понимаем, что идет информационная война, идет информационное давление, в том числе и на путинский режим, в том числе и как раз таким нехитрым способом анонсируя все ближе и ближе к контрнаступлению. Ну, а также мощь и силу его и так далее, и так далее. Конечно, это достаточно серьезно влияет на расположение духа солдат, в том числе тех, которые находятся на фронте, и мобилизованных, и контрактников российской армии, и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами это все прекрасно понимаем, поэтому всегда уделяли этому вопросу особое внимание. На этой неделе, если я не ошибаюсь, вообще, по-моему, вчера, один из украинских спикеров, если я не ошибаюсь, барышня, которая отвечает в парламенте украинском по как раз международным вопросам, она сказала, что контрнаступление нельзя вырывать из контекста, что оно на фронте идет, что ли, так, наверное, исходя из ее слов, ползучее контрнаступление. Практически сразу после того, как она высказалась по этому поводу, с фронта стали приходить, такие довольно интересные известия. Якобы практически по всей линии фронта, по крайней мере, об этом сообщают блогеры, в том числе с российской стороны, с украинской стороны, сообщают, что серия небольших атак, которые можно принять за контрнаступательные действия. Пока не очень понятно, является ли это началом того самого большого контрнаступления, но движение явно прослеживается, и в сегодняшних докладах президенту России Владимиру Путину, хоть и не было указано напрямую на то, что началось, извините, контрнаступление, но все же сводки с фронта пестрили разными событиями. Действительно подтверждаются наступательные действия с украинской стороны. Скорее, это на сегодняшний день разведка боем и скорее прощупывание обороны российских войск. Но то, что действия активировались, это уже говорит о многом. Не уверен, что это начало того самого большого контрнаступления. Да и вообще не уверен, что оно будет происходить, так как многие считают, что это в один день там загремят танки, заработают бронетранспортеры и все рванут одним махом по всем направлениям. Конечно, нет. Конечно, вероятно, все будет растянуто во времени. Более того, я уверен, что все будет растянуто во времени, и мы будем наблюдать с вами общую картину самого контрнаступления. Вы уж извините, что я уделяю настолько много времени этому вопросу. Мы будем уделять довольно продолжительное время. Это очень важный фактор, очень-очень важный фактор сегодняшней повестки, и не обращаться к нему — это было бы просто глупо. Волнение в Кремле, волнение довольно серьезное. Все понимают, что результативные действия украинских войск
или как любят говорить российские пропагандисты, отрицательное наступление, ну это шутка, конечно, отрицательное наступление, жесты доброй воли, мы это слышали уже неоднократно и так далее, и вынужденные маневры по покиданию уже оккупированных территорий, конечно, приведут к достаточно серьезным проблемам у хозяина Кремля. Сейчас у Путина не лучшее положение. Последние несколько дней у себя действительно совсем плохо чувствует. И у него началась новая терапия, и эта терапия новыми лекарствами. Мы уже сегодня описывали у нас в утреннем посте в телеграм-канале состояние здоровья президента и говорили о том, что вероятно, побочное явление от лекарств приводит к ухудшению состояния психики у Путина. Я понимаю, что сейчас, конечно, будут много комментариев по поводу того, что Путин и так псих, и что у человека с настолько нарушенной психикой, как у него, еще более нарушить психику довольно сложно, но все же юмор юмором, а вы сами понимаете, что психически неуравновешенный президент — это фактически, еще раз подчеркну, либо отсутствующий президент, либо мертвый президент. Никто не будет показывать на публику депрессивного человека, ну, в лучшем случае депрессивного. А если у человека будет нервный срыв, ну, скажем, пусть не в прямом эфире, пусть в записи, но слухи расползутся моментально. Конечно, человека, который срывается в прямом эфире, я имею в виду президента, увидеть для граждан страны, это было бы совсем трэш. Но посмотрим. Впереди анонсируется все больше и больше прямая линия президента. Я уверен, что все это, конечно, вилами по воде писано, пока действительно есть планы по проведению прямой линии президента, но насколько, во-первых, будет сам Путин, во-первых, психически готов, во-вторых, насколько он будет готов полностью исходя из состояния здоровья, насколько у него будут силы находиться несколько часов для общения с публикой. Пусть даже публика будет подготовлена, пусть вопросы будут подготовлены, пусть ответы будут простые и понятны. Но мы понимаем, что опять-таки просидеть 2 часа, сейчас он вполне может, да, ну, по крайней мере, до недавнего времени вполне мог. Как будет позволять ему здоровье через 2 месяца, ну, мы увидим. Хромает и сам президент, и его здоровье, и все, конечно, очень интересно развивается, очень интересно, потому что грядут большие события. Большие события грядут вне зависимости от контрнаступления, вне зависимости от состояния здоровья. Система настолько заточена под будущие события. Я уже многократно говорил, что не могу вам полностью все рассказать, но вы уж поверьте, на сегодняшний день уже произошло масса, еще раз повторяю, ожидаемых нами событий, которые делают гибель нынешнего режима неминуемой. Я не говорю о том, что в результате гибели этого режима все изменится сразу в лучшую сторону. Нет, но то, что гибель этого режима предрешена, это однозначно. В этом нет никаких сомнений. Временные рамки могут быть достаточно растянуты, но все же результат уже предрешен. Результативное контрнаступление ускорит процессы? Несомненно. Ускорит ли все процессы ухудшения состояния здоровья президента? Несомненно. Нет никаких сомнений. Причем, еще раз повторяю, неважно, будет ли это физическое состояние, либо морально-психологическое, мы увидим изменения уже довольно скоро. Я на все ваши вопросы, которые у вас накопились за неделю, на самое популярное, вернее, так, конечно, не на все, на самое популярное я отвечу уже в пятницу, 21 апреля. А вы, конечно, оставляете в описании к этому ролику свои вопросы. Самые популярные вопросы получат ответы. Если вы хотите получить однозначно ответ на свой вопрос, подписывайтесь на наш Patreon. Даже находясь на территории России или Республики Беларусь, можно подписаться на Patreon. Для этого есть несложные алгоритмы, которые вы можете найти в Гугле. Многие советуют пользоваться
российскими поисковиками я бы не очень советовал. Я бы советовал бы пользоваться VPN и Google. Там можно найти довольно простые алгоритмы и подписаться на наш Patreon. В Патреоне я отвечаю практически на все вопросы. А заодно, конечно, мы ощущаем намного более ясно вашу поддержку, когда вы поддерживаете нас, в том числе материально. Напоминаю, что у нас есть криптовалютные кошельки, на которые вы можете оказать помощь для нашей деятельности. А нам действительно сейчас крайне нужна ваша помощь. И если нет, конечно, таких возможностей, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии, распространяйте информацию о нашем канале, не стесняйтесь, делайте максимум возможного, нас ждут большие перемены. И помните, мы вас любим, это главное, это искренне, мы работаем для вас. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся уже завтра. Всего доброго, до свидания.